Всем доброго, хорошего дня. Рада приветствовать всех зрителей своего канала «Вяжем крючком». Ну а для тех, кто интересуется вязанием спицами, я приглашаю посетить мой параллельный канал, где мы с вами вяжем спицами. Ссылочку на этот канал вы найдете в описании под этим же видео. На этом канале мы с вами сегодня свяжем снова цветочный узор. Буквально прошлое видео я вам показала один из цветочных узоров, который очень шикарно выглядел. И пока у меня память свежа, я решила преобразовать его в новый узор. С предыдущего узора, который называется «Хрустальная роза», я взяла только лишь лепесточек самого цветка. А вот основу я взяла наподобие узора «Изморозь», который мы с вами тоже уже, наверное, более чем полгода назад вязали. И вот совместив цветок и сам принцип вязания изморози, у меня получился новый узор, которым я с удовольствием сегодня с вами поделюсь. На узор «Хрустальная роза», а также на узор «Изморозь», пожалуйста, смотрите ссылочки, подсказки вверху экрана. Ну а мы сегодня с вами свяжем новый узор, назовем его «Анютины глазки», так как я прочитала многие комментарии под «Хрустальной розой», и очень многие сказали, что узор похож на Анютины глазки. Давайте сегодня этот узор назовем так, как вы хотели. Ну, давайте еще поговорим в начале видео, что можно связать таким узором. Очень многое. Конечно, узор этот получается гораздо плотнее «Хрустальной розы», гораздо массивнее. И я бы сказала, что таким узором я бы вязала какие-то кокетки вечерних платьев или же сарафанов. Возможно, связала бы даже накидку или жакет. Не буду говорить, надоедать вам в каждом видео с шалью, но шаль тоже в этом узоре получится. Ну и этим узором можно сделать многие отделки. Давайте займемся вязанием самого узора. Образец, который я вам показала, я связала из тоненького хлопка турецкого производства. Это хлопок Лилу. Вот я вам показываю его этикеточку. 50 грамм, 225 метров. И крючком японского производства фирмы Тулип номером 1,25. Вязать мы, конечно, будем чуть крупнее крючком и чуть толще ниткой, как обычно, для удобства для ваших глаз. Также я хочу объяснить, что такое раппорт в этом узоре. Раппорт в этом узоре состоит из одного вот такого вот цветка. И цветок за цветком мы набираем себе ширину изделия. А потом следующим рядом мы укладываем опять цветок за цветком. Но в процессе вы сейчас это все увидите. Для вязания маленького образца я взяла хлопок бегонию, тоже хорошего контраста. Вам должно быть хорошо видно. И крючок той же фирмы номером 1,5. Но начинаем наше вязание. Вяжем первую петельку. Закрепляем хорошенько ниточку и провязываем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Связали 8 петелек. Последнюю петельку отметили ногтем. Вяжем еще 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Делаем накид на крючок. И от крючка в третью петлю вводим крючком, провязываем столбик с накидом. Теперь отсюда мы вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. В первую же петельку от крючка вводим крючок, вытягиваем длинную петлю. Теперь под цепочку мы делаем столбик без накида и вытягиваем петлю. Это было 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Вот таких вот 13 столбиков без накида, удлиненных, вытянутых, мы связали прямо под эту цепочку. Теперь мы заходим крючком. Вот это окошко, это серединка нашего цветка, вытягиваем петлю и эту петлю протягиваем через все наши петельки, которые есть на крючке. Теперь закрепили лепесток и возвращаемся опять в серединку. Еще раз делаем соединительный полустолбик. И мы связали с вами первый лепесток. Теперь снова вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. И повторяем точно такой же лепесток. В первую петельку мы вытягиваем удлиненную петлю, а теперь из-под цепочки мы вяжем столбики без накида, но вытягивая петельку, он у нас получается удлиненный. Опять возвращаемся в серединку, это основание нашего цветка, вытягиваем петлю и эту петлю протягиваем через все петли на крючке. Теперь мы закрепляем этот лепесток и возвращаемся снова в эту же серединку. Делаем соединительный столбик. Вот у нас есть уже 2 лепестка. Вяжем третий. Опять заходим в серединку, вытягиваем петлю, протягиваем через все петельки на крючке. У нас получается третий лепесток. Закрепляем его. Теперь нам нужно ввести эту петлю под нижнюю дужку. Когда мы с вами связали арочку, то в ней есть верхняя дужка и нижняя дужка. Подхватываем петельку и теперь мы крючком заходим под нижнюю дужку нашего основания, нашего центра и делаем соединительный столбик. Вяжем снова 8 воздушных петель. Снова вывязываем очередной лепесток, вытянули петельку и теперь 13 удлиненных петель из-под цепочки. Связали, возвращаемся опять в основание, вытягиваем петлю и протягиваем через все петли на крючке. Закрепляем этот цветок и возвращаемся опять в центр, делаем соединительный столбик и вяжем 5-й лепесток. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Первую же петельку вытягиваем петлю и из-под цепочки набираем еще 13 вытянутых вот таких вот удлиненных петель. Набрали, возвращаемся опять в основание цветка, вытягиваем петлю и эту петлю протягиваем через все петли на крючке и закрепляем
5 лепесток. Теперь для того, чтобы нам соединить кольцо, мы заходим вот в эту вот петельку на первом лепестке и делаем соединительный полустолбик. Вот начало нашего вязания. И вот так вот по кругу мы связали с вами цветок. Теперь получается у нас, что над верхней дужкой 3 лепестка и над нижней дужкой 2 лепестка. Мы крючком переходим с изнаночной стороны. Вот наш лепесточек. Сюда вот заходим и переходим в первый лепесток над верхней дужкой. Теперь вяжем 13 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. И возвращаемся в это же место, вытягиваем петлю и протягиваем его через ведущую петлю. Делаем соединительный столбик. Теперь переходим крючком под следующий лепесток столбиком без накида. И снова вяжем 13 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. И снова возвращаемся в это же место, из которого мы вязали цветочек, под вторым лепестком. Делаем соединительный столбик. Теперь переходим крючком под третий лепесток с изнаночной стороны и, переходя в центр, вяжем столбик без накида. И теперь снова вяжем 13 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Возвращаемся в это же место, в этот же лепесток, вяжем соединительный столбик. Связали и разворачиваем вязание. У нас получается, что мы связали цепочки и еще под 3 вот таких вот лепестка листочка. Мы сразу же переходим крючком под цепочку и вяжем 9 столбиков без накида под цепочку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Теперь одна воздушная петелька, оставляем эту петельку, находим цепочку, вот она, с которой мы начинали, и этот лепесток крепим к этой цепочке, к самой первой петельке. Мы вошли в цепочку, подхватили оставленную петельку и протянули. Теперь еще одна воздушная петелька под 2 дужки в ту же петлю. Мы заканчиваем пико, делаем соединительный столбик и теперь под цепочку вяжем еще 9 столбиков без накида. Связали, и мы должны перейти к следующей цепочке, но между цепочками у нас вот здесь вот есть петля. Мы в нее вошли и сделали соединительный столбик. А теперь переходим по следующую цепочку и снова вяжем 9 столбиков без накида. Связали. Теперь 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Под 2 дужки, заходя в ту же петлю, из которой вязали цепочку, делаем соединительный столбик. Мы закончили пико. И дальше под цепочку снова 9 столбиков без накида. Связали. Опять между цепочками
Смотрим, у нас здесь есть столбик без накида переходной. Мы заходим в него, делаем соединительный столбик и переходим к третьему лепестку. Снова мы вяжем 9 столбиков без накида. Три воздушные петли, заканчиваем пико и снова 9 столбиков без накида. Связали 9 столбиков без накида. Теперь находим, вот заканчивается цепочка, у нас есть здесь тоже переходной столбик. Мы заходим под эту перемычку крючком, вытягиваем петлю и протягиваем через последнюю на лепестке. И теперь вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Разворачиваем вязание. И мы эту цепочку крепим. Вот наш лепесток. Заходим в серединку пико. Делаем соединительный столбик. Мы с вами связали первый раппорт. Смотрите, мы с вами связали цветочек, который у нас... Сейчас мы поправим все лепесточки. Связали цветочек, который у нас выпуклый, он лежит сверху. А под этим цветочком у нас еще вот таких вот 3 лепестка. Вяжем мы начало с этой стороны и идем вправо. Это первый раппорт. Вяжем следующий раппорт. Мы снова вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И точно так же отметили ногтем, связали еще 3 воздушные петли, накид на крючок, вернулись крючком в третью петлю, связали столбик с накидом. Мы связали основание для следующего нашего цветка. Отсюда мы вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В первую же петельку на цепочке входим крючком, вытягиваем петлю и вытягиваем из-под цепочки 13 удлиненных петель. Провязываем столбик без накида под цепочку и тянем петельку. Связали, заходим крючком в основание, вытягиваем петельку. Эту петельку опять протягиваем через все петли, которые были на крючке. Закрепляем лепесток этого цветочка. Возвращаемся крючком в основание, делаем соединительный столбик. Вяжем второй лепесток. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вытянули петельку и теперь 13 петель из-под цепочки. Набрали, возвращаемся крючком в основание, вытягиваем петельку и протягиваем через все петли на крючке. Закрепили лепесток,
Возвращаемся все еще под верхнюю дужку. Делаем соединительный столбик и вяжем третий лепесток. Набрали. Возвращаемся опять в колечко все еще под верхнюю дужку. Вытягиваем петлю, протягиваем через все петельки на крючке, закрепляем этот лепесток, и теперь мы крючок вводим в колечко и под нижнюю дужку. У нас разворачивается цветок, делаем соединительный столбик. Вяжем опять лепесток, 8 воздушных петель, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и вывязывание нашего лепестка. Вы уже знаете как. Опять возвращаем крючок в основание, вытягиваем петельку, протягиваем через все петли, закрепляем лепесток и возвращаем крючок в основание, делаем соединительный столбик. И у нас остался еще один лепесток этого цветка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В первую петельку на цепочке от крючка вытянули петлю, а теперь крючком под цепочку вытянули петлю и растянули ее. Возвращаемся теперь опять крючком в основание, вытягиваем петельку, протягиваем эту петлю через все петли на крючке, закрепляем лепесток и замыкаем круг, заходим в первую петельку, вот здесь вот, первого у нашего лепестка, делаем соединительный столбик. Теперь мы переходим первый лепесток верхней дужки, 2 нижних и вот 3 верхних. Опять переходим крючком под лепесток и в центр делаем соединительный столбик. Вяжем 13 воздушных петель. Связали, возвращаемся сюда же под этот же лепесток, делаем соединительный столбик. Теперь переходим крючком под следующий лепесток, провязываем столбик без накида и снова вяжем 13 воздушных петель. И возвращаемся в это же место под этот лепесток, делаем соединительный столбик. Переходим крючком под следующий лепесток, провязываем столбик без накида и вяжем 13 воздушных петель. Возвращаемся под этот же лепесток, вот он. В это же место делаем соединительный столбик. Разворачиваемся. И теперь у нас цепочки на 3 листочка. Вяжем 9 столбиков без накида. Одна воздушная. Это первая петля нашего пико. Мы оставляем петельку, и нам нужно этот лепесток присоединить с предыдущим раппортом. Теперь у нас получается наше вязание к нам изнаночной стороной. Мы входим в пико предыдущего раппорта, подхватываем петельку, протягиваем ее через это пико,
вяжем воздушную петельку, замыкаем наше пико соединительным столбиком и теперь опять под цепочку вяжем 9 столбиков без накида. Связали, переходим к следующему лепестку, но сначала у нас между лепестками вот здесь вот есть переходной столбик, и мы в этот переходной столбик делаем соединительный полустолбик. Переходим к следующему лепестку, вяжем 9 столбиков без накида под цепочку. Три воздушные петли, замыкаем пико и под вторую часть цепочки вяжем снова 9 столбиков без накида. Связали, делаем переход к следующему лепестку. Вот наша цепочка. Между цепочками опять мы делаем соединительный столбик и переходим под третий лепесток. Под цепочку снова вяжем 9 столбиков без накида. Три воздушные петли, замыкаем пико и снова под цепочку вяжем 9 столбиков без накида. Связали, теперь находим, чтобы мы закрепили. Вот мы нашли 2 дужки и сделали соединительный столбик. Вяжем 8 воздушных петель. Разворачивается у нас вязание в нужном направлении. Оставляем эту петельку, входим в пико и через пико протягиваем оставленную петельку. И мы с вами связали второй раппорт. У нас получается цветочки на нас смотрят лицевыми петлями, а вот задние лепестки у нас столбики без накида получается смотрят на нас изнаночными петлями. Но в следующем ряду это будет меняться. И вот так вот цветок за цветком вы набираете нужное себе количество раппортов для вашего изделия. Я довязываю уже 3-й раппорт и еще раз хочу показать соединение. Вот мы связали уже цепочки лепестков нижних, подхватываем петельку, отсюда мы разворачиваем вязание и опять под первый лепесток вяжем 9 столбиков без накида, одна воздушная петля, подхватываем предыдущий раппорт, он у нас сейчас изнанкой к нам, разворачиваем эту цепочку, вот она теперь правильно, заходим в пико предыдущего раппорта и подхватываем оставленную петельку, протягиваем через это пико, воздушная петля, замыкаем еще наше пико и теперь под цепочку мы вяжем 9 столбиков без накида. Связали первый лепесток, вот у нас следующий лепесток, между лепестками есть переходной столбик без накида, входим крючком в него и делаем соединительный столбик. Теперь переходим в следующий лепесток, вяжем 9 столбиков без накида.
Связали 3 воздушные петли. Замыкаем пико и снова под цепочку 9 столбиков без накида. Связали второй лепесток. Сейчас перейдем к третьему. Опять вот эта цепочка. Между цепочками у нас есть вот здесь вот столбик без накида. Мы делаем в него соединительный столбик и переходим к третьему лепестку. Вяжем 9 столбиков без накида. Три воздушные петли, замыкаем пико и дальше по цепочку еще 9 столбиков без накида. Обязательно нужно сделать соединительный столбик. Вот подхватываем вот эти вот дужки и делаем соединительный столбик. Теперь вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Оставили петельку, развернули вязание лицевой стороной, входим в пико последнего лепестка крючком, и теперь вот эту вот оставленную петельку мы цепочку присоединяем к лепестку. Ну вот мы с вами связали первый ряд на 3 раппорта. Я дальше раппорта вязать не буду, думаю, нам будет достаточно, чтобы увидеть, что мы делаем. Начинали мы слева и направо. Цветок за цветком у нас вывязывается раппорт. А сейчас будем переходить на следующий ряд. И наш следующий ряд нам нужно будет располагать в шахматном порядке. Соответственно, мы вот здесь будем вязать только половинку раппорта. В этом месте и в этом месте у нас будут целые раппорты. И с этой стороны снова будет вывязываться половинка. Подхватили нашу петлю и вяжем 3 воздушные петельки подъемные. 1, 2 и 3. Делаем 2 накида на крючок и заходим от пико, считаем пико 1, 2 в третью петлю. Провязываем столбик с 2 накидами. Теперь вяжем цепочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 и 5. Оставляем эту петельку. Заходим в петлю соединения 2 столбиков. Подхватываем петельку и протягиваем. У нас получается колечко, маленькое такое вот, основание для нашей половинки. Вяжем отсюда 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. И вывязываем первый лепесток. Первую петельку вытянули и вытягиваем еще 13 удлиненных петель. Вытянули. Теперь мы заходим крючком в это колечко, в основание, вытягиваем петлю и протягиваем через все петельки на крючке, закрепляем лепесток, возвращаемся опять в это же колечко, делаем соединительный столбик. Вяжем снова 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И вывязываем снова лепесток. И 13. Опять заходим крючком в основание, вытягиваем петлю, протягиваем через все петли на крючке, закрепляем лепесток. И возвращаемся крючком опять в основание,
все в то же колечко делаем соединительный столбик и вяжем третий лепесток. Возвращаемся опять в основание, вытягиваем петельку, протягиваем через все петли, закрепляем лепесток. Теперь заходим все в то же основание крючком и делаем соединительный столбик. Теперь разворачиваем наше вязание наизнанку. Заходим под первый лепесток, провязываем столбик без накида и вяжем 13 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Возвращаемся под этот же лепесток. Вяжем соединительный столбик. Переходим под следующий лепесток. Мы заходим в колечко и выходим в центре лепесточка. Провязываем столбик без накида и вяжем опять 13 воздушных петель. Возвращаемся опять под этот же лепесток и вяжем соединительный столбик. Теперь разворачиваем вязание. У нас первый лепесточек нижний и второй. Под первый лепесток мы вяжем 9 столбиков без накида. Связали 3 воздушные петли. 1, 2, 3 и замыкаем пико. Вторая половина цепочки, снова 9 столбиков без накида. Точно так же между цепочками у нас вот этот вот переходной столбик без накида. Мы делаем соединительный столбик, а потом переходим под цепочку следующего лепестка и вяжем 9 столбиков без накида. Связали 3 воздушные петли, замыкаем пико и снова под вторую часть вяжем 9 столбиков без накида. Связали. Вот наши лепестки разворачиваются. Мы находим еще, чтобы нам закрепить. Делаем соединительный столбик. И теперь вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Оставляем эту петлю. Подхватываем вот этот вот последний лепесток. Заходим в пико. Теперь подхватываем лепесток следующего раппорта. И теперь подхватываем оставленную петельку, протягиваем через пико первого лепестка и теперь через пико второго лепестка. И мы с вами присоединили наш уголок, наш полураппорт. И сейчас перейдем уже на полноценный раппорт. Отсюда мы вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Делаем накид на крючок. Смотрим. Вот наш цветок полный. И вот здесь между цветами мы должны сейчас уместить опять полный раппорт. Мы заходим в петельку. Вот соединение двух лепестков. Пико. 1, 2, в третью петлю. Провязываем столбик с накидом,
опять накид на крючок, следующий лепесток, опять пико, 1, 2, в третью петлю и провязываем столбик с накидом. Теперь вяжем 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5, оставляем эту петельку, заходим в петлю соединения двух столбиков и протягиваем петельку. Мы сделали основание для цветка. Теперь мы вяжем опять 8 воздушных петель, и вывязываем наши лепестки самого цветочка. Заходим в центр, вытягиваем петельку, протягиваем через все петли на крючке и закрепляем лепесток. Возвращаемся опять в основание, делаем соединительный столбик, вяжем 8 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и вяжем еще один такой же лепесток. Набрали петельки на второй лепесток, заходим опять в центр, вытягиваем петлю и протягиваем эту петлю через все петельки на крючке, закрепили лепесток и заходим в наше колечко, делаем соединительный столбик и вяжем третий лепесток. Набрали петли на третий лепесток, опять заходим в центр, вытягиваем петлю и эту петлю протягиваем через все петельки, закрепляем лепесток и теперь мы крючком входим в центр и выводим крючок в эту дужку между двумя вот этими вот лепестками. Делаем соединительный столбик. У нас получилось, что мы развернули наш цветок. Вяжем опять 8 воздушных петель. Вывязываем лепесток. Набрали петли. Вводим крючок все туда же, в центр, но выходя, вот получается куда. Мы входим с этой стороны в центр, но выходим с этой стороны между двумя лепестками. Вытягиваем петельку, протягиваем ее через все петли на крючке, закрепляем лепесток и опять делаем соединительный столбик и вяжем 5 лепесток. Набрали петли, вводим крючок опять все в тот же центр, вытягиваем петлю и протягиваем через все петли на крючке, закрепляем лепесток и замыкаем наш круг. Вот входим в петельку вот здесь вот перед лепестком, делаем соединительный столбик. А теперь давайте посмотрим, что мы делаем. Мы вяжем второй ряд. Наше вязание сейчас вяжется в направлении справа налево. Мы связали с вами лепесточки самого цветка. А теперь нам нужно будет связать нижние лепестки. Но нам нужно, чтобы наши цепочки вязались в эту сторону, а потом обвязывались, потому что направление полного вязания сюда. Значит, вот мы закончили цветок, соединились, разворачиваем цветок наизнанку. У нас получается 2 лепестка нижней дужки. Мы делаем переход под первый цветок, воздушная петля, переход под второй цветок, воздушная петля. И теперь мы переходим под третий цветок,
где мы уже будем вывязывать нижние лепестки. Мы снова делаем переход и вяжем цепочку из 13 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Возвращаемся сюда же. Снова делаем соединительный столбик. Переходим под следующий лепесток столбиком без накида. Вяжем цепочку из 13 воздушных петель. Возвращаемся под этот же лепесток. Делаем соединительный столбик и переходим под следующий лепесток столбиком без накида и вяжем 13 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Вернулись под этот же лепесток, сделали соединительный столбик. Теперь мы разворачиваем вязание и обвязываем нижние лепестки. Вяжем 9 столбиков без накида. Одна воздушная петля, оставляем эту петельку и подхватываем. Вот наша половинка в начале ряда была связана. Мы вот этот вот лепесток теперь будем крепить в этот центр. Будет соединяться 3 лепестка. Заходим крючком в пико, подхватываем петельку оставленную и протягиваем. Воздушная петля. Теперь мы замыкаем наше пико, которое относится к лепестку, и дальше по цепочку снова вяжем 9 столбиков без накида. Связали, загибаем верхние цветочки, и у нас точно так же здесь, смотрите, до следующего нашего лепестка, между лепестками есть столбик без накида, мы делаем соединительный столбик и переходим в следующий лепесток. Связали 9 столбиков без накида, вяжем 3 воздушные петли, замыкаем пико и под цепочку снова вяжем 9 столбиков без накида. Связали, опять между цепочками сделали соединительный столбик и переходим под третий. Под цепочку опять мы вяжем 9 столбиков без накида. Три воздушные петли, замыкаем пико и вторая половина лепестка 9 столбиков без накида. Связали, в конце находим вот такие вот дужки для того, чтобы закрепить наш лепесток. И вяжем 8 воздушных петель. Оставляем эту петлю. Теперь мы подхватываем последний лепесток, который мы только что связали, и подхватываем теперь наш следующий лепесток. Тоже заходим в пико. А теперь подхватываем петельку оставленную, протягиваем через первый лепесток и теперь через второй лепесток. И снова вяжется 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И мы переходим
опять к следующему раппорту. Здесь у нас столбик с накидом, следующий столбик с накидом, 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5, оставили петлю и сделали основание для следующего цветка. Вот у нас получилось основание. Отсюда мы сразу уже вяжем цепочку на 8 воздушных петель и опять начинаем вывязывать точно такой же цветок, как вот только что мы с вами связали. Вот мы с вами связали угол, где у нас только лишь половинка, и полный раппорт. Здесь у нас опять вяжется полный раппорт, и подойдем к углу, свяжем его вместе. Ну вот я заканчиваю второй ряд, связали полный раппорт 1 и связали полный раппорт 2. И теперь подошли опять к уголку, где будет вывязываться половинка вот такая вот. Ну, давайте вывяжем эту половинку вместе. Отсюда мы снова вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Делаем накид на крючок от пико. Считаем пико 1, 2, 3. В третью петельку делаем столбик с накидом. Теперь делаем 2 накида на крючок и именно из пико вывязываем столбик с 2 накидами. Связали. Теперь вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Оставляем петельку и замыкаем колечко для нашего цветка. Отсюда вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. И вяжем лепесток цветка. 1 в это же колечко, 2 и в это же колечко 3. Вяжем это самостоятельно. Связали 3 лепестка уголка. Теперь нам нужно цепочки опять возвращать сюда, чтобы закрыть вязание в нужном нашем направлении. Мы отсюда разворачиваем, подхватываем петельку, разворачиваем вязание наизнанку, делаем переход под первый лепесток, соединительный столбик, воздушная петля и переходим под второй лепесток, соединительный столбик. И теперь вяжем 13 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Возвращаемся под этот же второй лепесток. Делаем соединительный столбик. И переходим крючком под третий лепесток. Провязываем столбик без накида и вяжем 13 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Связали под этот же лепесток. Сделали соединительный столбик и развернули вязание. Теперь мы обвязываем первый лепесток. 9 столбиков без накида. Воздушная петля. Оставили эту петельку и соединяемся с предыдущим раппортом. Вот наш предыдущий раппорт. Мы вводим крючок в пико предыдущего раппорта. Подхватываем петельку, протягиваем ее. Воздушная петля. Заканчиваем наше пико. И вяжем
9 столбиков без накида под вторую половину лепестка. Между нашими лепестками обязательно делаем соединительный столбик и переходим под цепочку следующего лепестка. Вяжем 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 воздушные петли, замкнули пико и еще 9 столбиков без накида под вторую половину цепочки. Связали. Обязательно нам нужно закрепить. Подхватываем, вот у нас есть 2 дужки, делаем соединительный столбик и заканчиваем ряд. Мы вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Оставили эту петлю, зашли в пико лепестка и протянули ее. Ну вот мы с вами связали второй ряд, расположили наши цветы в шахматном порядке. По бокам у нас вырезаны половинки. И в принципе третий ряд у нас идет уже как первый. Мы сделаем с вами вместе только лишь первый переход. Мы отсюда вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь у нас направление вязания идет слева направо. Значит, мы разворачиваем это вязание. У нас крутится эта цепочка, но ее в принципе потом видно не будет. Накид на крючок и опять от пико. 1, 2. Вот наше пико. 1, 2. Третья петля. Вяжем столбик с накидом. Опять накид на крючок и следующий лепесток пико. 1, 2. В третью петельку столбик с накидом. И вяжем цепочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Связали эту цепочку. Так как у нас направление идет в эту сторону, а соответственно оно должно быть вязаться вот так вот, то эту цепочку мы оставляем петельку и входим вот между двумя столбиками, делаем протяжку, разворачиваем вязание, потому что цветок у нас должен вязаться с изнаночной стороны. И вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вяжем лепесток. Первая петля из цепочки и 13 петель. 1, 2, 3, 13 петель у нас вытянутых. Связали. Теперь заходим крючком в основание. Вот оно основание. Вытягиваем петельку и протягиваем через все петли на крючке. Закрепляем лепесток. Опять заходим в основание. Делаем соединительный столбик. Итак, в это основание мы вяжем еще 2 лепестка. Мы связали уже третий лепесток, закрепили его, и теперь мы заходим в основание цветка и выходим крючком вот здесь вот между двумя лепестками. Вот здесь, где мы вязали столбики с накидами. И делаем соединительный столбик и вяжем
четвертый лепесток. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Набрали петли. Теперь входим крючком опять в основание, но выходя обязательно с этой стороны между этими столбиками. Вытягиваем петлю, протягиваем ее через все петли на крючке и замыкаем лепесток. Опять входим сюда же, делаем соединительный столбик и вяжем 5 лепесток. Набрали петли, заходим в основание, вытягиваем петлю, протягиваем через все петли на крючке, замыкаем лепесток и закрываем это колечко с первым лепестком соединительным столбиком. Теперь смотрим, нам направление вязания у нас идет слева направо. Соответственно, мы сейчас должны цепочки готовить в обратную сторону, в левую сторону. Значит, мы переходим, вот наших 2 лепестка нижние и вот наши 3 верхние. Мы переходим под первый лепесток верхний, соединительный столбик, хорошо подтягивайте петли и вяжем 13 воздушных петель. Связали, вернулись под этот же столбик, под этот же лепесток, сделали соединительный полустолбик, теперь перешли под следующий лепесток, провязали столбик без накида. Вяжем опять 13 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. И вернулись опять под этот же лепесток, сделали соединительный столбик. Опять перешли крючком под следующий лепесток, связали столбик без накида и вяжем 13 воздушных петель. Связали и вернулись в это же место, сделали соединительный полустолбик. Теперь разворачиваем вязание. Вот наш первый нижний лепесток. Мы вяжем 9 столбиков без накида. Воздушная петля. Возвращаемся к началу вязания. Вот наша первая петля этого ряда. И у нас здесь заканчивается лепесток предыдущего ряда. Мы заходим в это пико, в этот лепесток, подхватываем петельку и протягиваем. Воздушная петля, заканчиваем пико. И сюда мы вяжем 9 столбиков без накида. Связали, между цепочками обязательно закрепили наш лепесток соединительным столбиком, перешли на второй лепесток. Три воздушные петельки, закончили пико и еще 9 столбиков без накида под вторую половину. Связали опять, переходим под последний третий лепесток и под третьим лепестком мы вяжем 9 столбиков без накида.
3 воздушные петельки, замкнули пико и вяжем еще 9 столбиков без накида. Закрепили этот лепесток, берем вот одну дужку и берем какую-то вторую дужку. Нам нужно его прикрепить к основанию. Прикрепили. Вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И теперь нам нужно закрепить 2 лепестка вместе и нашу петлю. Разворачиваемся на лицевую сторону, подхватываем 1 лепесток, подхватываем 2 лепесток, подхватываем нашу петлю и протягиваем. Мы закрепили и связали еще 1 раппорт уже 3-го ряда. Ну а теперь давайте посмотрим все. Смотрите, мы связали с вами первый ряд в направлении слева направо. Второй ряд у нас был справа налево. И сейчас мы начали следующий ряд опять слева направо. И я показала, как вывязывается очередной раппорт. Дальше мы опять делаем 8 воздушных петель. Здесь 2 столбика с накидом. Вывязываем колечко. Все, как я показала в этом цветке. И укладываем сюда опять полный раппорт. У нас будет полный раппорт и полный раппорт. И дальше переход на 4-й ряд. Точно такой же, как мы вязали второй. Ну что ж, на этом месте я, наверное, уже буду заканчивать. Мы связали с вами все половинки, полные раппорты. Я показала вам все развороты. Да, конечно, впервые в своем видео я говорю, что этот узор непростой. Но не просто это тогда, когда вы просто смотрите видео, но когда вы берете крючок и пытаетесь повторить, потихоньку оно начинает получаться. Я думаю, что этот узор вам понравился. Вы будете его применять обязательно в каких-то своих изделиях. Он достаточно интересен, он богато смотрится. Ну а я с вами буду сегодня прощаться. До новых встреч, до новых идей и до свидания.